Всем салют! В этом видео мы поговорим о жеребьевке на группы в чуде и об изменениях, которые произошли. В первую очередь, если вы здесь внимательно прочитаете, вы увидите то, что чудо продлили на 5 недель, до 5-й недели. То есть, я с кем общался, всем уже 4-ю неделю лишь бы домой вернуться, да, то есть, потому что наигрываешься одно и то же, надоедает, ты или ничего не делаешь, или тебя бьют постоянно одни и те же, да, то есть, все договариваются уже к концу, уже там все ясно обычно. Как показывает практика, да. Нам решили добавить 5-ю неделю. На 5-й неделе будет такая ситуация, что топ-4 союза, да, сначала у нас будет все как обычно, да. Первый этап. 2 недели разбили нас на группы. Вот, раз группа, 2, 3, 4, 5 групп. Из каждой группы выходит определенное количество союзов. Да, то есть из этой выходит 10, из этой 2, из этой 5. Могут попасть в финальную битву. По желанию, да, то есть захотели попали, не захотели не попали. Потом во втором этапе, да, на 3-й неделе, все, кто попадает в королевскую битву, да, сражаются между собой на 3-й, 4-й неделе. И на 5-й неделе первые 4 союза, топ-4, да, у них снимают щит с чуда, а остальных союзов щит не снимает. Что они будут делать эту неделю? Остается сахаткой. Просто сидеть там, я не знаю, собирать какие-то ресурсы. Как-то непонятно пока. По крайней мере, мне сообщили, что 5-ю неделю первые 4 союза у них снимут щит, их будут атаковать авангарды. Как я понял, более сильно, чем обычно, да, больше атак будет. И, соответственно, будут они сражаться вчетвером друг с другом за первое место. Такой это вариант, да, то есть ничего не понятно. Будет ли обновлен рейтинг в в 5-ю неделю, или он останется, да, то есть, увидим чуть позже. В общем, такие вот изменения, да. Что касается групп. Первая группа у нас здесь явный фаворит К-16 и единственный. Он здесь у нас так разбили, да, то есть у них будет первые 2 недели, они ничего не будут делать, песочницы будут слабых гонять. Вторая группа 96 и 105. Будут воевать теперь все 5 недель. Не 4, 5 недель. Третья группа, пожалуй, наверное, самая интересная, да. То есть, конечно, 96 и 105 тоже будут большие сильные бои, интересные, да. И по факту, кто победит, неизвестно, потому что 105 и усилились, и подкачались очень сильно, да, что показывает и последний хор. Вот, соответственно, такого явного преимущества, как в прошлом чуде 96-го, нету. 2 абсолютно равных союза. Кто победит, я, честно, не знаю. Я ставлю на свой союз, но это предвзятое мнение. Тогда, как здесь у нас получается 85-й и 98-й. 2 действительно тоже равных союза, которые в прошлый раз воевали друг с другом в виде 87-98, да, сейчас часть игроков топовых перелетела с 87 на 85, были усилены большим количеством игроков с К-15, и у них получился очень сильный союз. Если брать на бумаге, да, расписать игроков, то в этом случае 85-й выглядит чуть сильнее, потому что все-таки Майк посильнее будет, чем Рэнди, объективно, да, но опять же это 2 топа, которые не отличаются какой-то повышенной активностью. Майк может там часов 10-12 подряд воевать, да, потом пропасть на неделю, а то на 2, что, конечно, может подставить союз. Но опять же, сейчас как играет он, я не знаю, но вот в прошлом чуде он там в 1 неделю не выставился. В субботу, да, пришел только в воскресенье. И такие вот неловкие моменты могут быть. Но сейчас там большой подбор игроков, да, 85-х, они очень сильные, да, в плане, у них нету большого разрыва между там, вот Майк, а потом дальше все, очень плотная группа будет сидеть, защищать чудо, и пробить их будет сложно и 105-му, и 96-му, и 16-му, потому что очень плотный подбор игроков в защите будет
будут защищаться очень сильно. То же самое 97-й. То есть они защищаться будут хорошо, но у них нету сейчас у обоих прям второго супертопа, да, такого как в прошлом разу у них был Майк и Некромант, да, чуть послабее, конечно, но для атаки самое то. А 98-х был Рэнди 880. Сейчас этого у них нету, такого супертопа, да, который мог бы также атаковать сильно. Но это опять же приносит интерес. Тактические моменты будет много зависеть от онлайна игроков, да, здесь будет очень интересно понаблюдать именно за этой группой. Первая неинтересная, вторая такое стандартное сражение 96-105, да, а здесь вот что-то такое более новое, потому что 87-й, 85-й новый союз, да, как они сыграют, что они покажут, такая темная лошадка, но очень сильная по списку игроков, да, я думаю, будут бороться за топ-4. И 98-й сервер, да, они тоже усилились, они были и ушли топовые игроки, и также пришли, плюс-минус они остались на одном уровне. Будем посмотреть. Следующая группа, здесь явный фаворит, конечно, 124-й. Не знаю, смогут им противопоставить, что, по-моему, 132-й, да, там сервер, который там выигрывает свою группу. Там они вроде усилились, посмотрим, да, то есть у 124-х есть 3 очень сильных супертопа, которые могут сделать результат. Но как бы втроем каши не сваришь. Но опять же у них 3, а у 130-х серверов, да, там только один такого уровня игрок. Поэтому будет тоже очень сложно. Я все-таки ставлю фаворитом 124. В этой группе я никого не знаю. Вчера там в Телеграме дискуссии, споры были. 40 или 41 сильнее. Одни говорят, что кто побольше 41, другие в 40. Но тут два могут выйти. Значит, 40 и 41 смогут попасть в королевскую битву и там себя показать, чтобы их запомнили и узнавали. Вот такие у нас расклады. Более подробно мы поговорим на стриме в выходные, обсудим детали, возможно, добавят информации про другие группы, да, особенно про группу 4-ю, 5-ю. И там уже все обсудим более подробно. На этом все. Всем спасибо.